Всем привет! Вы на канале Готовим с Оксаной Пашко. Сегодня приготовим 3 вида канапе на праздничный стол. Готовятся они просто и получаются вкусными и красивыми. Первыми приготовим канапе с апельсином, ананасом и филе индейки. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Сначала подготовим мясо. Берем примерно 300-350 грамм филе индейки. Нарезаем его на плоские кусочки. Толщина каждого кусочка должна быть примерно 1-1,5 см. Этого количества филе нам хватит для приготовления 2 видов канапе. В миску наливаем 2 столовые ложки растительного масла и 2 столовые ложки соевого соуса. Перчим черным молотым перцем и перемешиваем. В этот соус кладем подготовленные кусочки филе. Все перемешиваем, чтобы соус равномерно распределился по мясу, и оставляем мариноваться на 20-30 минут. Пока маринуется филе, подготовим остальные ингредиенты. Консервированные кольца ананаса нарезаем на кусочки. Также можно взять уже нарезанные ананасы кусочками. Берем 1 апельсин и срезаем с него кожуру вместе с пленкой. Аккуратно вырезаем ножом каждую дольку апельсина без пленочки. Подготовленные дольки апельсина нарезаем кусочками. Филе уже замариновалось. Смазываем хорошо разогретую сковороду-гриль растительным маслом. Выкладываем на нее кусочки маринованного мяса. Обжариваем мясо до готовности, сначала с одной стороны, а затем с другой. Также можно обжарить филе на обычной сковороде или запечь его в духовке. Готовое филе снимаем со сковороды и даем ему остыть. Остывшее филе нарезаем небольшими кусочками. Складываем канапе. На шпажку нанизываем кусочек апельсина, ананас, обжаренное мясо, ананас, апельсин. Так готовим все канапе. Канапе с апельсином, ананасом и филе индейки получились вкусными и необычными. В них прекрасно сочетается кисло-сладкий вкус фруктов с ароматной и нежной индейкой. Готовятся они просто и всегда расходятся на ура. Вторыми приготовим канапе с индейкой, грибами и огурцом. Филе индейки мы уже подготовили в первом варианте канапе. Теперь подготовим остальные ингредиенты. У одного сладкого перца срезаем верхнюю и нижнюю части. Вырезаем семенную коробочку. Перец сначала нарезаем полосками, а затем небольшими квадратиками. Огурец нарезаем кружочками толщиной примерно 1,5 см. Затем эти кружочки разрезаем пополам на 2 полукружочка. Складываем канапе. Первым на шпажку нанизываем маринованный грибочек, затем кусочек перца. Отрываем кусочек листа салата и складываем его в 2 или 3 раза. Нанизываем на шпажку листик салата и кусочек индейки. Все это вставляем в подготовленный огурец. Так готовим все канапе на шпажках. Также на моем канале есть и другие варианты канапе. Смотрите их по ссылке на экране или в описании под видео. Канапе с индейкой, грибами и огурцом получились очень вкусными и красивыми. Готовятся они несложно и быстро, а на столе выглядят празднично. По желанию индейку можно заменить ветчиной. И третьими приготовим канапе с хлебом. Они оригинальные, простые в исполнении и вкусные. Подготовим ингредиенты. Помидоры черри разрезаем пополам. Берем кусочек тостерного хлеба и отрезаем от него краешки. Мякиш раскатываем скалкой в тонкий пласт. Смазываем его сливочным сыром. Я смазывала сливочным сыром альметте с зеленью. Также можно смазать плавленым сыром янтарь. Хлеб сворачиваем в рулетик. Если края получились некрасивые, то их отрезаем ножом. Сам рулетик разрезаем на 2 или 3 части, все зависит от величины тостерного хлеба. Складываем канапе. На подготовленные рулетики кладем по кусочку салатного листа. На шпажку нанизываем оливку и половинку помидорчика черри. Вставляем ее в хлебный рулетик. Таким методом складываем все канапе. Канапе с хлебом получились очень вкусными, красивыми и сытными. Готовятся просто и на столе смотрятся просто шикарно.
Если вам понравились такие варианты канапе, то обязательно ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео, они выходят каждый день. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием.